Турция или Турецкая республика расположена в Юго-Западной Азии, частично в Южной Европе. Занимает 18 место в мире по численности населения. Государственный язык – турецкий, тивой архитектурой. На берегу Средиземного моря в Турции много веков стоит морской порт, носящий имя великого завоевателя и легендарного полководца Александра Македонского. Порт всегда был стратегически важным районом города, а сегодня его называют наиболее развитым в стране. Выглядит он очень ухоженно. Искендерун – город, который расположен на побережье залива с одноименным названием, и с другой – у подножья гор. Кстати, они упоминаются в фильме Спилберга. Лето здесь жаркое и сухое. Бывает, что на протяжении всего лета совсем нет осадков, а зимой много дождей. Самым холодным временем в городе считается конец января и середина марта. Температура в среднем плюс 10 градусов. Набережная, мощенная плиткой, раскинулась на несколько километров в окружении пальмовых рощ. Парки, фонтаны, мостики, подстриженные зеленые газоны и цветники, лавочки, много чайных заведений. Турецкая кухня является одной из лучших кухонь мира и искушает своим многообразием. По мнению экспертов, она насчитывает 2205 всевозможных блюд и напитков. Основные предпочтения отдаются мясу, баранине и говядине, птице, рыбе, овощам, молочным продуктам, крупам, бобовым и фруктам. Здесь не экономят на продуктах. И, конечно же, кебаб. Обязательно попробуйте в Искендеруне безумно вкусный хатайский дюнер с большим количеством мяса. А для сладкоежек здесь просто рай. Обязательно в красивейшем Искендеруне попробуйте баклаву. Многие турецкие сладости пришли из этого региона Турции, поэтому особенно вкусны здесь. Новостроенный, жаркий, симпатичный, современный портовой город на берегу Средиземного моря – это сегодняшний Искендерун. Достопримечательностей в городе немного, поэтому на их осмотр найдется время у каждого. Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Atatürk. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Город Искендерун стоит в окружении горных вершин. Так как Искендерун находится на пути перелета птиц со всей Азии, в октябре огромные стаи перелетных птиц останавливаются на отдых и дают возможность понаблюдать за ними. Таков город-порт Турции Искендерун. Люди жили в этих местах с древнейших времен. Город основан Александром Македонским как Александрия при Иссе в IV веке до нашей эры. Впоследствии город входил в состав разных государств. В XVI веке он попал в состав Османской империи. Тогда Искендерун был перекрестком и развилкой многих торговых, в том числе морских, путей. Море от берега отделяют валуны, об которые красиво разбиваются волны. Hello for everybody. I'm from Turkey, Iskenderun, Hatay area. My name is Ali. This video present for Svetlana Barbashu from Ukraine, Konotop. I will show my city now. I hope you can like from seaside area this video, and you can see travel ships. We have very nice weather and people fishing. They catch fish, and this is travel ships. People making tour in the sea. Today very nice weather. Winter times my city always nice. We have only 1 month cold weather. You can see big ships. We have port, Iskenderun port. And these ships visiting my city, port, Iskenderun port, they visiting. And now I am walking on the bridge. Bridge almost 100 meters far from the seaside. And you can see now one man catch some fish, big fish. And this is now this fish is live. Just he catch.
They catch it now. Это город, где переплетается современность и старина. Широкие улицы с новыми домами, узкие улочки и старинные особняки. Впечатление о стране создают в первую очередь люди, которые здесь живут. I hope you can like this video. Thank you very much for everybody. Пока.